То есть сегодня мы поговорим о Недашковском, о НАЭКе, о положении атомной энергетики в Украине взагалі. И с чего начнем? Начнем взагалі. Взагалі? Хорошо. Значит, увольнение Недашковского, с одной стороны, потом моя переписка с новым этим министром Оржелем, вот, вынудила, заставила меня более внимательно посмотреть весь этот круг вопросов. Кабинет министров, Министерство энергетики, вот, дальше НАЭК, Чернобыльская, и так далее. То есть, так вот, по порядку, по Недашковскому. Вот, на сайте министерства и Оржель, и премьер-министр пытались объяснить, почему они убирают Недашковского, перечисляли там всякие отклонения по деятельности в НАЭКе. Вот. Но буквально на следующий же день было опубликовано опровержение НАЭКа, и поэтому это было в самом начале после увольнения. Вот, в первый день, когда объявили про увольнение, была попытка как-то это обосновать. Вот. НАЭК опубликовал опровержение по каждому пунктику. Вот. И после этого Оржель, министр, через достаточно длительное время после этого, он заявил следующее, уже не относительно прямо НАЭКа, а относительно всех крупных предприятий, которые находятся в Министерстве энергетики, вот, что у них есть цель поменять руководство на новое. Поэтому в связи с этим я хочу сказать следующее. В Украине действует постанова Кабмина или закон, не помню я сейчас уже толком. Вот. Новый премьер, когда приходит, он в течение 6 месяцев, в течение полугода своей деятельности, может менять руководителей центральных органов, заместителей этих руководителей по одному принципу: ты мне не нравишься. Вот. Это зафиксировано, это 6 месяцев ему на это дается. Определиться, нравится, не нравится. Да. Вот поэтому, это постанова, вспомнил. По этой постанове уволен был Петрук, уволен был Фещенко, и кроме этого по Украине много кого там поувольняли именно по этой постанове. Вот. Я, естественно, эту постанову открыл. Вот. Там достаточно интересно. Они увольняются поза штатом того ведомства, где он находится. Вот. То есть Петрук и Фещенко числятся в АЗО, поза штатом. Вот. Им выплачивается зарплата. Так неплохо. Да, потом, когда в течение 6 месяцев им предлагают должности, соответствующие их предыдущей должности, можно жить. Вот. Ответственности нет, а гроши есть. А сегодня, кстати, я увидел, на мой взгляд, маразм продолжается дальше. 9 числа этого месяца виконуючий обов'язки голови управління зони відчуження приказ издал по комиссии по приемке экзаменов. Фещенко, там прямо написано, председатель Фещенко поза штатом, поза штату ДАС этого, председатель комиссии.
Премьер-министр может увольнять руководителей, что он и делает успешно, вот, они не обижаются на это, вот, я думаю. Вот. А вот увольнять руководителей предприятий этого нет. Вот. Поэтому была сделана попытка вот, придумать на Недошковского, что чего-то он там не выполняет. Вот. Недошковский подал в суд на восстановление, и я почему-то думаю, что он восстановится вот, в этой должности. Поэтому, что они дальше будут делать с НАЭКом, с Недошковским, мне сейчас сложно. Так по профсоюзу, по этим акциям. Вот. На мой взгляд, они, вот в связи с тем, что я рассказал, вот, они, ну, по сути, мое убеждение, они бесполезные. Вот. И самое эффективное было бы, с моей точки зрения, это чтобы профсоюз атомщиков добился встречи либо с премьером, либо с президентом. Вот. И вот там бы состоялся бы вот этот откровенный разговор. Вот. Без прессы, без ничего. Профсоюз и не пытается. То есть открыто нет пока информации, что они пытаются выйти на это. У них была встреча с первым заместителем министра. Вот. Ну и на сайте профсоюза там очень отрицательная информация про этого молодого человека. Вот. Но по министерству я буду отдельно сейчас говорить, поэтому по нему тоже скажу. Вот. Поэтому вот с НАЭКом и с Недошковским, я думаю, что ну, будет какая-то пауза, вот, когда Недошковский будет якобы не при делах, но у меня впечатление, что все равно все слушают, что он говорит. То есть конкурс они не успеют провести и назначить нового? Конкурс... Они должны вообще конкурс проводить? Или просто назначается и все? Нет, конкурс должен быть. Я сейчас другое вспоминаю. Конкурс, по-моему, не объявлен до сих пор еще. Ну, я тоже не слышал. Нет, конкурс не объявлен. Теперь я хотел бы сказать по Кабмину. Ой, не по Кабмину, по министерству. А по министерству. Вот. Сначала надо вот это взять. Вот. Значит, существует постанова Кабміна 2008 года еще про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії і поводження з радіоактивними відходами. Вот. То есть вот такая постанова существует, и до заступників керівників, які відповідають за атомну енергетику або поводження з РАВ, от, написано, от, які має повну вищу освіту, відповідність професіонального спрямування фізика, прикладна фізика, енергетика. І стаж на керівних посадах в отрасли 5 років. То есть министр или кто-то из заместителей, который будет отвечать, кстати, за озон тоже, и там РАВ, радиоактивные отходы, и за атомную энергетику, вот, должен иметь специальность, образование, вот, и опыт работы на предприятии. Теперь по нашему министерству. Вообще с министерством, с этим объединением, по-моему, они это, те, кто решение принимал, они не до конца разобрались. Первое, до сих пор существуют оба сайта. И Минэкологии,
и Мин этот самый, энергетики. Причем сайт Минэкологии по сравнению с тем старым сайтом уже переделан, вот, и ну, очень современный. То есть очень много информации, очень много приказов, вот, которые подписывает заступник Ставчук, который по экологии. Рабочий, хороший. Да, сайт нормальный, то есть вот. Этой самой энергетики, там старый сайт. Вот. Очень редко появляется какая-то новая информация, действующая. Вот. То есть немного, а вот по НАЭКу там была ложная информация размещена. Вот. На сайте Минэнерго они разместили, я им там писал в Фейсбуке, они разместили выдержку из программы Кабмина, вот, по атомной энергетике. Вот. И там много расписали по атомной энергетике, вот, и малые реакторы даже там вписали. Там много чего написано. Вот. Ссылкой на постанову Кабмина по утверждению программы работы Кабинета министров. Вот. Я, естественно, открыл эту, я тебе дам потом эти номера все. Вот. Я открыл эту постанову Кабмина. Вот. Никакой программы там нет. И там одна строчка. Вот. Программу деятельности Кабмина отправить в Верховную Раду для утверждения. Вот. Открываю эту программу Верховной Рады. То есть постанову Верховной Рады по утверждению программы. И там есть программа. Открываю программу, естественно. Там про атомную энергетику буквально одно предложення. Підвищення заходів безпеки атомної енергетики – це головний наш пріоритет. Крапка. Я там писал, что вы делаете, ребята. В Минэнерго одно написано на сайте, в программе. А в программе вот только одно предложение. Вот. Ну, естественно, молчок везде. Вот. Поэтому вот... ну давай вернемся к этому. Вот. Вот состав. На сайте Минэнерго из 8 заместителей вот, на сайте существует только 3. Вот пан вот этот Шубин, вот, и сразу давайте скажу, значит, он закончил в 2004 году высший заклад освіти Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю правознавства. Квалификация юрист. Вот. А в 2011 році закончил Национальную академию державного управления вот, при президенте. Вот. По специальности державного управления, квалификация магистр державного управления. Ну, бог с ним. То есть из 8 пока только 3 назначено? Нет. Все 8 назначены. 8 назначено, а из них... На сайте Минэнерго вот, вот биография, квалификация заступников написано только 3. Вот. Шубин, Ставчук, вот у нее все, единственный заступник, у которой все нормально. Вот. Значит, она закончила КПИ, теплофак, кстати, вот, по специальности компьютерный эколого-экономичный мониторинг. Кроме этого, закончила другу вищу освіту в Міжнародному інституті промислової та екологічної економіки в Швеції за спеціальністю екологічний менеджмент та політика. Вот. Ну, это скорее дипломированный эколог.
Это эколог. И тоже я сейчас открываю сайт Минэкологии, вот, именно Ставичук там подписывает все наказы. Вот. То есть, Ну, лично у меня складывается впечатление, что приоритет в работе объединенного министерства – это экология. да, и я это сейчас Хорошо. подтвержу еще фактами. И третий – Чижик Константин Григорьевич, заступник з питань європейської інтеграції. Так он закончил Институт международных відносин Киевского национального университета вот, по специальности международная информация. Остальные – Масличенко. В интернете единственная информация, что он был менеджером Европейского банка развития и реконструкции. Вот, все. Что он кончал? Ну, что-то кончал, он в банке просто так не возьмут. Ну, да. Вот. Дальше, Ковалевский. По Ковалевскому вообще никакой информации нет, а журналисты пишут, что они сомневаются, что он имеет высшее образование, раз. А второе, пишут, что он как введен туда, как смотрящий от Донецка. Вот вся информация по вот этому Ковалевскому. Абрамовский заканчивал заочно Киевский национальный университет внутренних справ. Вот. Какая у него там специальность, нету. А по тому, как он там участвует в всяких обследованиях, он радиоактивными отходами занимается. А вот как раз на него-то и действует уже та постанова, что у него должно быть образование и опыт работы. Вот. И Головатенко, про него единственная информация, что он был радником премьер-министра. Они уже все назначены, есть а на сайте Минэнерго только о 3 заступниках есть информация. Больше ни о ком нет информации. Поэтому я единственное сейчас могу, как говорить, уже на основании постановы 2008 года. Вот. Руководство Минэнерго не квалифицированное. Вот. Для того, чтобы управлять администрацией зоны отчуждения, это радиоактивные отходы, и для того, чтобы управлять атомной энергетикой. Вот. Взагалі по энергетике я тоже молчу, они тоже не могут управлять. То есть тут нет ни одного угольщика, ни одного энергетика, ну нет среди них никого. Маемо это еще маемо. И вот такие люди, значит, пытаются чего-то сейчас нарулить. Вот. У меня вообще впечатление, что вот то, что ты говоришь по положению. Вот. Так вот то, что ты говоришь, оно подтверждается документами. Мне тут писали, что идет реорганизация Минэнерго, вот, утверждать должно новые положения, новые структуры и 5-10. Так вот, положение утверждено по Минэкоэнерго 18 сентября еще. Вот. А утверждено оно очень интересно. В постанове Кабмина написано, в положение про Минэкологию внести следующие поправки. Дальше заголовок меняется, что это положение о Минэкоэнергетике. Вот. Ну, я взял этот текст, там очень много чего написано, меня очень там умиляет. Вот. Они ж нумеруют все. 153 повноважения вот этого министерства. То есть 153 задачки, которые он должен в первую очередь решать. Положение, кстати, ни на Минэкологии, ни на Минэнерго не опубликовано. Вот. Структуры до сих пор тоже не сделаны. Поэтому вот по этим замам нет, кто из них за что отвечает. Вот. Нету такого. Вот. Ну, пришел этот зам сюда, ну, значит, он
этим делом интересуется. Вот на НАЭК Шубин пришел, вот, ну, значит, это, видимо, ему, вот, туристу, поручили заниматься, вот, юристу, туристу-юристу. Вот. Поэтому у меня убеждение по вот этому министерству Министерство энергетики сливают. вот, что оно долго не просуществует в таком виде. И, видимо, Ну, хотелось бы верить. разделят назад, вот, потому что все-таки энергетика и угольная промышленность – это огромный кусок работы, на котором вся экономика держится. Ну, экология тоже важная вещь, но это другое. Другое. Но это как скрестить ежика со змеей. Да. Вот. Поэтому у меня впечатление, что… Ну, министр, он вообще от солнечной энергии, поэтому… Здесь приоритет к от солнца. возобновляемой. Да. Вот. А атомной, угольной ее вообще нет. Да, по атомной, вот хорошо ты мне напомнил, одной из первых его пресс-конференций была, он рассказывал о перспективах развития вот, министерства. Вот. Все вспомнил. И угольную, и энергетику, это, кроме атомной. Про атомной вообще ни слова не было сказано. А это 50% выработки всей электроэнергии. Да. Так что вот с министерством вот так. Вот. Значит, по программе Кабмина я сказал, то есть в программе единственная безопасность указано, и все, что их приоритет Кабинета министров – это обеспечение безопасности атомных электростанций. Но это вообще разумно, на мой взгляд. Вот. А все остальное министр пускай расшифровывает, вот, как обеспечить эту безопасность. То есть сейчас отсутствует квалифицированное управление вот, ну, атомной энергетики, будем говорить, вот этой отраслью. И радиоактивными отходами тоже. То есть и державным этим агентством по зоне отчуждения тоже отсутствует. Еще раз, вот этот пан, который засветился по радиоактивному отходу, Абрамовский, вот, у него нет специальности, а кончал он университет внутренних справ, заочно кончал. Вот. Теперь я хочу вот, немножко по конкурсу на головного державного инспектора сказать. То есть объявлен конкурс. Значит, в положении о Держатомрегулювання, вот, там эта должность названа так. Это перший заступник, який виконує обов'язки головного державного інспектора. Вот. То есть положение нормально все сказано. Конкурс объявлен на першого заступника. То есть нигде нет упоминания, что это головный державный инспектор. Ну и слава тебе Господи, хоть сейчас объявлен конкурс, потому что уже пошел 6-й год, когда нет головного державного инспектора. Вот. Я у себя в Фейсбуке несколько раз писал уже об этом. Вот. А кроме этого, когда я у себя в Фейсбуке написал, что в конце концов объявили конкурс, вот, Искаков там с улыбкой там радостно, вот, что а прошло всего 3 месяца нового Кабмина. Вот. Но я ему там охладил несколько, написал, что я этому новому Кабмину вот, уже 3 раза писал, что, ребята, объявите конкурс. Они все эти 3 раза отправляли Державную инспекцию ядерного регулирования. Вот. А Плачков все эти разы, и при Гройсмане еще несколько раз писал об этом. То есть у нас с Плачковым, он мне все время отвечает, вот, что это не его компетенция. Вот. Ну, длинная переписка у нас была, уже с новым Кабмином. Вот. Когда я 2 раза им писал,
секретариат Кабмина, вот, а они отправляли туда, вот, я написал министру, кабинета министров, Дубилету, вот, ну, приложил, что я обращался и сказал, что это, кто из вас там разберется, что это ваша компетенция, а не... Вот. Мне ребята с его приемной, прямо написано было «Примальная к Дубилета», вот, написали: повторите еще раз секретариат. Вот. Я повторил. Вот после этого объявили конкурс. Поэтому радоваться, что прошло всего только 3 месяца, я не понимаю. Ну, скажем, по Гройсману, ладно, там можно говорить о всяких коррупциях и прочее. Про новый Кабмин сейчас пока нет оснований у меня говорить о каких-то коррупционных. Но у меня есть вопрос, на который нет ответа. А почему они не назначали? Вот. Бог с ним. То есть объявили конкурс. Да. Забыли сказать, что это головной державный инспектор. А вот отсутствие головного державного инспектора, вот, на мой взгляд, уже сказывается. Вот. Вот претензии бы не Дашковскому, кроме, то есть не кроме, вот все же там было написано, ерунда, на Минэнерго. Вот. У меня по Недашковскому 2 только претензии. Вот. В апреле 29 числа вот, сгорел трансформатор на Ровенской АЭС. Вот. До сих пор акта расследования нет. Вот. Нет акта расследования. Вот. Какие-то там причины не позволяют им оформить акт. Вот. Не знаю, какие причины, но акта нет. А совсем свеженький, вот 14 августа на Хмельницкой, на первом блоке, сожгли генератор. Акта тоже нет до сих пор. Вот. А сожгли генератор, там в канале охлаждения статора оставили тряпку. Вот на последней громадской раде я этих ребят с инспекции спрашивал, как вы понимаете культуру безопасности? У вас, говорю, на Хмельницкой станции в Можзале нет культуры безопасности, а в реакторе есть, да? Или у вас вообще на атомной станции есть культура безопасности? Без деления в этом цехе есть, а в этом цехе нет. Вот. Ну, мне начали рассказывать, что такое культура безопасности. Вот. То есть ответа нет. Вот. Так вот, по культуре безопасности. Вот. Сожгли до сих пор, там же наш АРС работал, поэтому я и с АРСом уже разговаривал с ребятами. Вот. Поэтому у них сейчас идет станция на АРС, что это вы оставили. АРС вы же приняли, ничего там не было. Вот. И поэтому, акта нет. Вот. То есть не могут указать пальчиком, кто же там виноват. Вот. А вот на мой взгляд, и я говорил это на громадской раде, виновата эксплуатация, эксплуатирующая организация, Хмельницкая АЭС. Вот. Первое. Ты работал в сменах. Вот. Первое. Ремонтные, когда кончаются ремонтные работы, в смене, вот, смена принимает рабочее место. Нормально. Когда заканчивается ремонт статора и его закрывают, то эксплуатация, смена, администрация цеха должны принять, проверить, что там. Тем более была чистка каналов. Ну проверь, что каналы-то чистые. Вот. Не то, что ты там тряпку оставил, это вряд ли кто мог думать. Но проверь, что почистили каналы, что действительно они их почистили. Они сказали тебе, что они их почистили. Вот. Значит, ничего этого не было сделано. Вот. Потом, это уже просто на сайте и не на энергетическом. Вот. 30 минут они проводили испытания на саторе, на генераторе. Вот. Без, частично, один канал был заблокирован. Вот. Пока не сожгли. И эксплуатация не видела
пока генератор не затрусило, пока он не заругался матом, какого черта меня крутите, когда нет охлаждения. Вот. Они его отключили, открыли, ай-яй-яй. В декабре у них до сих пор на ХАЭСе висит, что в декабре заканчивается. Ребята с инспекции говорят, что дай бог, если в январе они все это закончат и сделают. Вот культура безопасности. Вот. На Хмельницкой атомной станции. Про остальные я не хочу. Про Чернобыль, конечно, тоже могу говорить про культуру безопасности. Вот. Но Чернобыль это не НАЭК. Поэтому отсутствие этого головного державного инспектора, вот, оно, на мой взгляд, вот, и приводит, вот это уже даже не звоночки, я говорил, что сожгли статор, это набат уже целый. Вот. Сожгли статор, причем очень много ошибок именно эксплуатирующей организации. И по приемке ремонтных работ, и во время пуска обнаружили, что там непорядок, когда уже его затрусило, вот, а не по температуре. Вот. И меня еще тут несколько нервирует, что Кабмин забывает писать, что это головной державный инспектор. То есть, видимо, Плачкову он давно не нужен, этот инспектор. Вот. У головного державного, у него больше полномочий, записано в законе, чем у головы инспекции, чем у Плачкова. Головной державный может отменять предписания инспекторов, а голова не может этого делать. Хотя они это делали, я уже как-то говорил им на громадской раде. Вот. Но они сделали вид, что это недоразумение какое-то. Это... Случайность. Нет, такого не может быть. Дайте нам номера. Ну, я дал номера. Молчок. По ЧС, естественно. 6 лет отсутствует инспекция. Вот. Инспекции нет. Голова, когда в 2017 году пришел, новый этот Плачков, и собрал державных этих инспекторов, вот, он им сказал: ваша задача, блоки должны работать, проекты должны выполняться. Не мешайте. А слово «культура безопасности» не было сказано. Но теперь по любимой Чернобыльской атомной. Вот. Я этому Оржелю, как только его назначили, вот, я ему написал письмо в сентябре. И получил от этого самого директора департамента ядерной энергетики та атомно-промыслового комплексу Корикова вот такое письмо. Вот. Я ему написал, по Калашнику, конечно, написал, что ерунда, что когда вы его уберете. Вот. Кроме этого написал, что администрация зоны, я был вторым человеком, который был назначен в эту администрацию зоны. Холоша, потом меня, как первого заступника. Это в 92-м было, а в 95-м перешел на объект укрытия. Так вот, до 95-го года вся администрация зоны находилась в городе Чернобыле. Вот. В Киеве у нас никого не было. Вот. В Киев только ездил Холоша, и ему там готовчество время выделил кабинет. Все. Вот. Потом они постепенно начали туда, в Киев, перебираться. Вот. И сейчас большинство находится в городе Киеве. А вчера я, кстати, встретил одного из работников администрации, которого уволили, на пенсию отправили по возрасту. Вот. Я спрашиваю: ты сам ушел или тебя уволили? Он говорит: меня уволили. Мне сказали: ты ж не киевлянин, давай освобождай место. Нормально. Нормально. Это я к Фомичевым хочу еще повстречаться. Вот. Где места для Славутича?
В зоне отчуждения, говорят, места для Славутича. Вот. Администрация зоны отчуждения так не считает. Она считает, что не в Киеве рабочие места. Так они есть в Киеве сейчас. Здесь в Чернобыле там мизер их сидит. Вот. Несчастные ребята. Киевляне, кстати, большинство из них. Вот. Так вот, мне этот пан Кориков, вот, 19 сентября, вот, он писал, что 9 сентября вот, была постанова Кабмина по созданию комісії з проведення реорганізації Міненерговугілля, головою якої є міністр енергетики та захисту Оржель. Процедура реорганізації триває. Функції і завдання міністерства мають бути визначені у положенні, затвердженому Кабміном, і наказом міністерства структуру. Это вот в сентябре я получил. Регулярно заглядывал в Минэнерго и в Минэкологию и туда, искал положение. Где же положение? Вот. Нету. На сайтах том и том нету. Вот. Положение 2018 года, структуру Минэкологии и Минэнерго 2018 года еще на сайтах. И буквально несколько дней тому назад я, интернет, я взял в Google, забил это положение про это. Оказывается, оно 18 сентября уже утверждено. Вот. Утверждено Кабмином. То есть положение есть, вот я тебе про него говорил, 153 основных завдання это Минэнергетики имеет. Вот. Структуры нет. Структуру утверждает министр, на сайте нет структуры. А нет структуры, нет и распределения обязанностей между заместителями. Да. И поэтому вот сегодня только вот так. Шубин ходил туда, занимался НАЭКом. Видимо, он будет отвечать или отвечает этим НАЭКом. Вот. Турист, юрист. Вот. А по остальным, Ставчук, она уже подписывает приказы по экологии, и, видимо, сидит там. На последней громадской раде мне ребята с инспекции подсказали, что в лоб обращаться к Оржелю, что убери этого кадра, он ничему не соответствует, не совсем этично, поскольку существует распоряджение Кабмина, которое согласовало его назначение Гройсмана. Поэтому надо сначала то отменить, а потом требовать от Оржеля уже это. Я сразу написал этим друзьям в Кабмин, в секретариат, рассказал, что это чисто коррупционное распоряжение, что нужно отменить. Они его отправили Оржелю. Оржель его отправил в АЗО. А в АЗО уже был тимчасово виконуючий обов'язки голови Ковальчук. И вот этот мне Ковальчук пишет, что на заседании Кабинета министров 11 ноября прийнято рішення про проведення необхідних організаційно-розпорядчих щодо підготування до оголошення відбору на посаду генерального директора Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС. Прийнято рішення. Так от, это проведення необхідних організаційних розпорядчих заходів, красиво написано, а когда это все будет сделано, так вот... Уже же месяц скоро. Да. Как он ответил? Так вот, судьба моего этого Запада, они этому отправили. Я возмутился и пишу им, в секретариат Кабмина, пишу, что вы делаете?
Если вам нужно для того, чтобы вы свое собственное распоряжение отменили, нужно согласие Оржеля, так вы ему так и напишите, что ваше отношение к этому. Вот. А вы ему отправляете мои предложения. Вот. И он реагирует на мои предложения. Вот. Да. Это было 28 ноября. Я им секретаря. Угу. Вот. Они, ну, я понимаю, сейчас они уже обучены до пилетам, прочее. То есть они вот с 28 ноября вот, там на Кабмине напротив моего этого запада висит «Принято до розгляду». До сих пор так висит. Принято до розгляду. Ну, подожду до 28 декабря и скажу, ребята, месяц прошел, разглянут это можно уже. Угу. Поэтому заключение, все эти игры там с Недошковским, с этим головным державным инспектором, с Калашником. Калашников, кстати, подал свою кандидатуру на голову зоны, да, вот. И он уже прошел один отбор, там было 28 кандидатур. Вот. Потом они, не написано по каким признакам, они провели отбор и оставили 12, по-моему. Вот. И Калашников остался. Вот. А был Проскура, там Проскуру убрали. Так что какие там эти самые основания, причины для кого убрать, кого, ну не знаю. Свой-чужой. Да, или свой-чужой. Кабмин-то новый, где у них свои чужие могли появиться уже. Ну, есть советники, которые Советники есть. за спиной шепчут на ухо, Да. как что нужно сделать. Вот. Поэтому вот первое, это заключение я хочу сказать. Вот. По Недошовскому я глубоко убежден, он восстановится. По министерству, мне кажется, что оно до лета следующего года не доживет в таком виде. Ну и атомная энергетика все-таки должна работать, блоки должны работать. А будут ли они нормально работать, не повторится ли опять какой-нибудь статор вот, или еще какая-нибудь дребедень. Вот. Выдумать-то ведь запросто можно что угодно. Вот. Вот. Поэтому по министерству у меня убеждение, что он долго не проживет. Вот. Ну и вся надежда, что все-таки появится этот головний державный, Недошковский после увольнения будет более строго относиться к культуре безопасности. Вот. Самое для меня вот неприятное сейчас, что о культуре безопасности говорят только с трибун. Угу. Больше нигде никто ничего не говорит. Вот. А реально и на атомных станциях, вот, и в этих министерствах, вот, там нет культуры безопасности. Вот. Там что угодно впереди паровоза. И выработка, и, вот, и, ну вот все так. Добре. Поживемо, увидим, як це воно буде. Да, да.